Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Давно меня не было, не буду вдаваться в подробности почему, но в ближайшее время планирую по расписанию выпускать видео. Посмотрим, как пойдет. Сегодня я к вам не с тренировкой, а с очень интересной темой мифов, которые до сих пор почему-то существуют в фитнес-индустрии. Я на днях буквально посмотрела очень интересное видео, ссылку на видео прикреплю внизу, и также мы сегодня с вами будем смотреть клипы из этого видео. По-моему, канал Insider называется, видео на английском языке, поэтому у меня еще появилась такая идея рассказать, во-первых, свое мнение, во-вторых, вы можете ознакомиться с мнением специалистов, также англоговорящих. Без лишних слов предлагаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, оставить комментарий, и мы с вами будем приступать. Погнали! Your knees should never pass your toes when squatting. And this is something that I maybe pushed a little bit early in my career when I didn't understand everything. You should allow your body to move naturally, and if you limit that, you actually add more stress, as we've known through literature, to your hips and your low back. So to limit that movement is just absurd to me, and I feel like that myth needs to die now. You think about daily things that we do. Let's take away strength training beyond that. You go down the stairs, your knees go past your toes. When you play your sport, do you ever think about your knees being past your toes? And the answer is 100% no. And Stacey, for you, you were a gymnast. Like when you did your jumps and flips and landings, I can guarantee you were never like, oh no, my knees cannot go past my toes. You're absolutely correct. So now we see so many ankle limitations because of this movement pattern that people have been, spreading a myth or trying to teach for the wrong reasons without letting them just move like athletes. Like let your body move natural, and usually it does what it needs to do to be most efficient at whatever movement that is. Как вы только что видели, первый миф, который почему-то до сих пор присутствует, и многие фитнес-тренера в том числе его пропагандируют, это то, что колени не должны выходить за носки во время приседания. Это действительно является мифом, и уже достаточно давно было доказано, что никакого отношения к реальности и к паттернам движения человеческим, физиологическим данная фраза не имеет отношения, потому что мы с вами двигаемся в совершенно разных плоскостях в повседневной жизни, в том числе. Даже есть такие активности, как футбол, тот же самый running, когда вы бегаете, как-то по-русски пробежка называется, когда вы играете в теннис, когда ваше колено обязательно будет выходить за носок. Не то, что даже за носок, оно также может и в сторону уходить, оно может выходить внутрь, здесь все уже зависит от вашего диапазона движений, от того, насколько у вас мышцы физиологически подготовлены и готовы, насколько у вас сбалансировано тело. В общем, там на самом деле факторов может быть очень много, но как такового правила в приседаниях особенно не существует уже достаточно давно. Ваши колени не обязательно должны выходить за носки. Мы это помним, приседаем, как нам удобно, в своем диапазоне движения и не боимся этого. Следующий миф. Soreness is a sign of a good workout. Soreness is basically when you have an accumulation of lactate in your blood. It turns yourself into more of an acidic state, and that's when you kind of feel that burn effect that people talk about. Is soreness a factor of a workout? Yes, potentially. Our patients or athletes have had plenty of great workouts and not felt sore the next day, right? It's just the way the body is, and sometimes you just have a harder workout. The shorter workouts, those 15, 20-minute workouts, those are the ones that typically I don't personally feel too sore in, but if I get like a nice hour and 15 workout when I'm just going hard at it, I'm going to feel a little bit more sore the next day. But again, that doesn't mean that my 20-minute workout was ineffective or bad. Like a lot of people, they're like, I can barely walk, I'm so sore, and their trainer is like, good, and I'm like, that's not so good. Like you should be able to walk. You should have been progressed in a way that was so gradual that you are feeling stronger, and maybe you are still getting a little bit sore, but you don't feel like you can't walk the next day. I think rest and recovery, nutrition, sleep is super important. Крепатура – признак хорошей тренировки. Так ли это на самом деле или нет? На самом деле, конечно же,
это не является правдой. Крепатура напрямую никак не взаимосвязана с качеством вашей тренировки. Здесь, скорее всего, зависит от того, насколько ваш организм был подготовлен к этой самой тренировке и к этой самой нагрузке, которую вы на него, скажем так, наложили сверху. Возможно, вы слишком тяжело занимались, возможно, нужно было как-то постепенно идти к той нагрузке, которую вы взяли, и поэтому у вас все болит. Здесь все достаточно индивидуально, и не обязательно у вас должно болеть после тренировки. Это ни в коем случае не значит, что вы плохо потренировались, потому что мышцы, они в любом случае работают, они в любом случае растягиваются, сокращаются, запускается кровообращение, запускается лимфоток, и очень много внутри вас происходит разных процессов, которые никак не взаимосвязаны с болью. Скорее, боль — это такой побочный эффект, который не всегда свидетельствует о качестве вашей тренировки. Bigger muscles are stronger. From a physiology standpoint, bigger muscles may have the ability to be stronger. They could have bigger or more motor units to be able to get stronger, but that doesn't necessarily mean that they are stronger. There are people that have genetic differences. They have longer muscles and they're not going to be as short or as prominent, so they maybe don't look as big, but they may be really, really strong because there's more of them and there's a shorter tendon where they're attaching. Or, there's people that have different limb lengths. Your levers are going to play into how strong you are. I do talk about size because obviously dealing with the rehab side of things, they have a post-op knee that looks like half the size of the other side, but I'm never like, oh, you're weak because you look like this. It's just, hey, let's get in the weight room, let's get a little bit stronger, let's make sure you can perform your sport safely, confidently, and all that kind of stuff. And for me, that's all I really care about, is the performance side of things. And getting stronger is going to help you in your performance level for the most part. Вот этот мне миф очень сильно нравится, я такое тоже часто слышу, что большие мышцы равно сильные мышцы, то есть чем больше якобы мышцы, тем они сильнее. Конечно же, это не является правдой, и здесь все опять-таки завязано на физиологии. Если вы посмотрите на бодибилдеров, у которых очень большие мышцы, но при этом не значит, что они сильные. Да, они большие, возможно, они каким-то способом, о котором мы все знаем, пришли к этим большим мышцам, но это ни в коем случае не означает, что они сильные. Точно так же, как если у человека маленькие сами по себе мышцы в объеме, не значит, что они слабые. Здесь все опять-таки завязано на генетике, на то, что у вас генетически заложено вашими родителями, от длины мышц, от их крепления, и никак, ни в коем случае размер мышц не определяется их силой. Это факт, научно доказанный, и я надеюсь, что после этого видео вы будете считать точно так же, и в следующий раз в диалоге с кем-то сможете поспорить и переубедить оппонента. You need to eat meat to build muscle. Your eyes got big there. Definitely not. You do need to eat protein to build muscle, but you do not need to get your protein from meat sources only. They have vegan protein shakes. You can do lentils. Even quinoa has protein in it. Следующий очень интересный миф касается того, что вы должны есть мясо, именно мясо, для того, чтобы построить мышцы. Мясо — это белок, и зачастую белок, он идет в связке с жиром, допустим, говядина, свинина, да, это мясо, да, там есть белок, но при этом там еще есть и жир. То есть в целом не нужно демонизировать, во-первых, группы каких-то продуктов и какие-то исключать, какие-то добавлять, а во-вторых, нужно понимать их состав более детальнее и точнее. То есть вам не обязательно есть именно мясо. Белков, источников белка существует очень огромное количество. Да, вам нужно употреблять достаточное количество белка для того, чтобы построить мышцы, для того, чтобы их поддерживать и иметь возможность ими пользоваться, но это ни в коем случае не значит того, что вы этот белок можете получить только из мяса, потому что, опять же, в мясе есть и жиры, которые не всегда нам необходимы и нужны. И, во-вторых, просто образовывайте себя, смотрите за тем,
образовывайте себя, читайте больше, смотрите на разные группы продуктов, читайте составы, возможно, смотрите какие-то видео, которые вам расскажут, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы, в каких продуктах они содержатся, но в целом, если в двух словах, мясо есть не обязательно для того, чтобы иметь мышцы. Это является таким мифом, и источников белка на самом деле существует огромное количество. Working out tones your muscles. I can't even say that with a straight face because what is toning? I like think of toning as something a printer does. I think when people think of tone, they think of seeing their muscles and it being like visible, and it always comes down to calories in versus calories out. And like being able to see your muscles means that you probably are in a caloric maintenance or deficit state. So you got to make sure you're really focusing on what you're eating too, not just focusing on what you're doing in the gym. There are plenty of runners out there who dread lifting, but they're still considered on the toner side, you know, and that's where the word tone is very, very subjective. But there are other people who are on the more strength conditioning side who love to lift and are also toned. So again, that's where the individuality really needs to come into play here. Absolutely. It's all going back to their goals. What are your goals? And for me, my goals are not as much aesthetic anymore as they are just, you know, feeling strong, and like being the best version of myself. Следующее – это то, что занятия фитнесом приводят мышцы в тонус. Это на самом деле мое любимое, и очень часто ко мне обращаясь за помощью, клиенты говорят о том, что они хотели бы привести себя в тонус. Во-первых, давайте определимся с определением и решим для себя, что же такое тонус и как он выглядит. Когда я себе представляю тонус в голове, для меня это равно то же самое, что просто мышцы, которые чуть-чуть прорисовываются и которые функциональны и готовы к работе, которые вам помогают в повседневной жизни. Но чтобы у вас был этот самый тонус, вам нужно иметь достаточно низкий процент подкожного жира. То есть, возможно, ваши мышцы находятся в тонусе, возможно, вы занимаетесь в зале, вы достаточно сильный человек, у вас есть мышцы, которые в тонусе, но при этом вы их не видите по причине того, что они просто сверху покрыты жирком. И тут вся причина и следствие заключается не в том, что ваши мышцы не в тонусе, а скорее всего просто процент подкожного жира конкретно у вас больше, чем хотелось бы для того, чтобы видеть ваши мышцы. То есть как такового понятия тонуса на самом деле не существует. Двигаемся дальше. Exercise cancels out unhealthy eating habits. Definitely not. 100% not. My sister used to say this all the time. She'd be like, you know, I'm going to work out today so I can go to McDonald's. And I was like, what? If you're eating lots of saturated fats and processed food, it's not good for you. And she was like, but you know, I'm burning more than I'm consuming. Isn't that what matters at the end of the day? And I was like, yes, that's important. But it really comes down to like the things that you're putting inside your body that's going to have a long-term effect. It's not just calories in versus calories out. Let's hit your macros in these different 3 areas, like the big protein, carbs, and fats, whatever that is for you. Can you have your occasional cheap burger and things like that? Of course you can. If I were to go eat fast food, whatever one it is, for 14 of my lunch and dinners, and I could lift 2 hours a day, that will not necessarily help me. Это тоже мое одно из любимых. Означает это то, что если заниматься в зале, если заниматься регулярно фитнесом, то можно есть все, что угодно. По-английски это называется cancel out, то есть они друг друга закрывают. Плюс на плюс, минус на минус, все, мы съели, и оно такое, все растворилось, и больше этого у вас нет. Конечно же, таким образом это не работает. И если вы посмотрите на калорийность, если углубляться в подробности, на калорийность той еды, возможно, которую вы едите и считаете, что вы все сожжете в зале, она зачастую превышает то количество калорий, которое вы на самом деле сжигаете, потому что во время силовых тренировок, если вы занимаетесь фитнесом в зале, если вы занимаетесь пилатесом, по сути, вы не сжигаете столько много калорий, как вам кажется. Для того, чтобы это замерить, вы можете взять либо фитнес-браслет, либо какие-либо умные часы и проверить,
включить, посмотреть, сколько же на самом деле. Но это, конечно же, опять будет примерное количество, оно не будет точным, потому что, просто невозможно каким-то вот девайсом это измерить, но примерно вы будете понимать относительно вашего возраста, относительно вашего роста и веса, сколько калорий вы сожжете. И вы увидите, что эта разница, она просто огромная. А мы все знаем, что для того, чтобы поддерживать свой вес плюс-минус в одном положении, на одном уровне, нам нужно соблюдать эта пропорция calories in, calories out, то есть калории, которые у вас поступают, и калории, которые вы расходуете. Если вы будете есть больше и все равно продолжать заниматься в зале, то в конце дня вы будете набирать, и, конечно же, это будет влиять, и никак оно друг друга не перекроет и не закроет. То есть это является абсолютным глупым мифом. You should bulk and cut to build muscle. I have done a stint of bodybuilding, and I know that this is something that I used to also believe before I became more knowledgeable on the subject. Usually bodybuilders, they will bulk up just to put on some muscle, and then they will cut down so then they can see that muscle and see what that muscle looks like. Now, if your goal is not to be a bodybuilder and you want to bulk and cut simultaneously, you can do that, but you have to be in a positive nitrogen state in your body, and the way that you can achieve that is by increasing your protein, which in the form of amino acids, and also adding in creatine, and then making sure you're sleeping enough. It's not easy like putting on, mass and then taking off mass, because then you're like, man, I look so good when I'm cutting, but then I feel terrible when I look in the mirror when I'm bulking, and it just throws you into this emotional state of not feeling good about yourself. I see that in some of my patients too, and they don't know how to kind of return back to normal eating because they've been in either one or the other for so long. I think that for people who are really trying to be structured and rigid with this, there is so much help out there. I know Stacy takes on online clients and things like that to do it in a safe, productive, structured way. Следующее, что было достаточно распространено еще пару лет назад, сейчас я немного отошла от этой темы, поэтому я не в курсе. Как вы, наверное, знаете, я много лет выступала на соревнованиях по фитнес-бикини, и сейчас я не очень в теме, скажем так, но я помню, было очень популярно такое понятие, как сначала нужно набирать, потом сушиться, и таким образом якобы тот самый тонус появляется, те самые мышцы, и таким образом мышцы якобы растут. То есть сначала мы набираем массу, затем мы сушимся. На самом деле это не совсем так работает, и вам не обязательно разжираться до каких-то безумных размеров и масштабов для того, чтобы набрать те самые мышцы, за которыми вы стремитесь. То есть есть такое понятие, как lean bulk, по-английски это называется, это когда можно и набирать, и сушиться одновременно. То есть вам не обязательно уходить в профицит калорий, который будет составлять несколько тысяч. Вам достаточно чуть-чуть больше есть того, что вы едите сейчас, для того, чтобы не вводить свой организм в состояние стресса, потому что стресс как таковой нам в жизни ни в коем случае не нужен, особенно это сказывается на тренировках и на качестве вашего тела, как вы выглядите, особенно если вы готовитесь, например, к соревнованиям, поэтому мы следим за тем, чтобы профицит калорий составлял чуть-чуть. Вам не обязательно до потери пульса есть, чтобы набрать мышцы, и не обязательно потом до потери пульса сушиться для того, чтобы снизить процент подкожного жира. Это очень тяжело. Я сама проходила несколько раз через это, и могу вам сказать, что это делать не обязательно. Можно иметь хороший результат и без этого. The best way to burn fat is on an empty stomach. Yeah, go ahead and crinkle that up and throw that one away as well. Your eyes got big, Stacey. So this is one of those ones I used to believe too, that they've come out with a bunch of new studies to show that no, you do not have to do fasted cardio to burn fat. Obviously, if you're in a caloric deficit, you're in a caloric deficit, but then you're going to be burning fat. It's more like, what kind of workouts are you doing? What heart rate zone are you in? And then what does your nutrition look like? The intensity probably matters as well. We train a lot of these high school and college level athletes, and they're coming in, they're sprinting, they're cutting, they're lifting. We typically recommend them eating something before they come in, even if it's a granola bar or something like that. Eating breakfast is fine. Not eating breakfast, if you don't want to eat breakfast, that's also fine, but just make sure you're eating what you need to be eating and getting the nutrients you need to get throughout your day.
Следующее тоже интересное мнение, достаточно распространенное, что якобы на голодный желудок жир горит быстрее. Все мы помним то самое знаменитое кардио натощак у наших фитоняшек. Я сама этого не делала, потому что это не очень полезно. Спойлер. Почему не стоит заниматься кардио на голодный желудок? В целом, мы с вами все разные. Для кого-то это может подходить замечательно и работать хорошо. Если вы попробовали, вы чувствуете себя хорошо, у вас не кружится голова, вам не хочется сесть каждые 2 минуты, полежать, вам не хочется каждые 2 минуты присесть или просто лечь полежать, все нормально. Для вас такая схема работает, и есть же такие люди, которые в принципе не едят завтрак и чувствуют себя хорошо. Смотрим по себе, ориентируемся на свой организм. Для большинства людей это является противопоказанием, то есть нельзя заниматься спортом на голодный желудок по причине тех физиологических процессов, которые происходят у нас внутри. Выдаваться в подробности я не буду, скажу лишь одно, что в целом на скорость и потерю жира это не имеет никакого отношения, потому что жир, он не горит в моменте, он не горит в моменте того, как вы занимаетесь. Точнее, какие-то калории расходуются, но сам процесс жиросжигания, он происходит на протяжении всего дня. То есть вся ваша бытовая активность, она способствует тому, чтобы у вас сжигался жир. Количество потребленных в течение дня калорий, физическая активность, все это плюсуется, плюс-минус, да, и вот в конце недели вы можете сделать какой-то вывод. То есть как такой прямой корреляции, что одно на другое оказывает какой-то положительный эффект, нет. Поэтому смотрим на себя, ориентируемся по себе и делаем выводы. Занимаемся фитнесом с головой. Lifting heavy weights at a young age will stunt your growth. I think that, Stacey, you and I would both agree. You and I would both agree that this is something that maybe we grew up on. There's no evidence to support that viewpoint that lifting weights is going to stunt your growth. I've looked into it because I started lifting at a younger age. I'm actually, pretty tall for a gymnast. I think strength training does play a big role in youth sports and keeping them healthy and keeping them strong. And I also think people automatically assume that strength training means that you're lifting extreme heavy weights when that's not the case. Like picking up a 3 to 5 pound weight is considered weight training and strength training. Этот миф я услышала достаточно недавно, я даже не знала, что он существует. Заключается он в том, что якобы, если подростки занимаются спортом, особенно тяжелым спортом, то их рост замедляется. Конечно же, это не является правдой, и здесь можно получить также вопрос в обратную сторону. Если это неправда, то как же гимнасты, допустим, которые занимаются спортом, которые остаются невысокого роста, или еще какие-то спортивные активности, где люди с самого детства занимаются и потом не вырастают. Открою вам секрет, что здесь все дело в генетике, и этих самых гимнастов, и тех самых людей, которые занимаются профессионально каким-либо спортом, их выбирают специально с детства по их, по-английски это фрейм называется, по их строению скелета, по тому, как их мышцы крепятся к костям. То есть есть специальные люди, которые определяют, подойдет ли та или иная активность, скажем так, если это на каком-то профессиональном уровне, вашему ребенку или в целом какому-либо ребенку. И здесь все именно вокруг этого завязано. Это все, любой спорт, это спорт генетики. Если вы посмотрите на фитнес-бикини, они все одинаковые. У всех должно быть шорт, короткое торсо, туловище и длинные ноги. Если вы посмотрите на бегунов или на тех людей, которые прыгают с шестом, допустим, по-русски забыла, как называется, у них точно так же, по такому же принципу, у них длинные ноги и особое телосложение. Пловцы, они также одинаковые, если вы поставите их все вместе, у них одинаковое крепление мышц, у них одинаковое строение костей, то есть это все заложено генетически, и никак не влияет поднятие тяжести или занятие спортом в детстве на остановку роста. Это просто невозможно. То есть это логически, даже если подумать, это никак не взаимосвязано друг с другом. Тут все дело скорее в генетике. You can't exercise with flat feet. This is just plain silly. This is so silly. Oh my gosh. There's like half of the people in the world that have flat feet. They're not supposed to exercise. I'm done. I quit.
you definitely can exercise with flat feet. I, along with hundreds of thousands of other people, millions of other people have been able to do it. And I think it's also kind of funny that a lot of people still believe that you can change your foot shape and your arch of your foot if you have flat feet. Like your foot structure kind of is how it is. And yes, we can get the arch of our foot stronger, so then you can have better stability overall, but you can't change the structure of your foot. И мое любимое, последнее по моей теме, что якобы с плоскостопием нельзя заниматься спортом. Это то же самое сказать, что, например, у вас нет руки и вам нельзя заниматься спортом, или у вас нет пальца на ноге и вам нельзя заниматься спортом. Всем можно заниматься спортом, просто нагрузку нужно подбирать правильно. И плоскостопие, например, это не приговор. Плоскостопие это не то же самое, что у вас нет руки или ноги. С плоскостопием можно работать над тем, чтобы выстраивать себе правильную арку стопы, для того, чтобы ваша стопа вас держала, для того, чтобы у вас не было в конце концов этого плоскостопия. Да, у детей это легче и быстрее поддается коррекции, но у взрослых точно так же можно это скорректировать. Здесь как бы одно с другим практически не взаимосвязано. Очень важно просто правильно подбирать нагрузку, наблюдать за собой, знать о своих особенностях и заботиться о своем теле. Всем можно заниматься фитнесом, всем можно заниматься физической активностью. Нет как таковых противопоказаний. Конечно, мы идем сначала к врачу, мы уточняем, спрашиваем, ставим диагноз, проходим терапию, если нам ее показывают, но в целом как такового нет к занятиям противопоказаниям физической активности не бывает. Не верьте в это, кто вам об этом говорит и рассказывает. На этом все. Это были 11 основных мифов, которые я выбрала из этого видео. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии внизу, делитесь своим мнением, что вы думаете по поводу того или иного мифа. Мне очень интересно почитать и услышать от вас обратную связь. На этом я с вами буду прощаться и до встречи в новых видео. Пока!